Здравствуйте, друзья! Сегодня вот у нас 220 электродвигатель на 220 вольт. И сегодня он будет вращаться и в одну сторону, и в другую. То есть реверс будем делать. Это для выполнения всевозможных задач. Иногда это требуется. Значит, у электродвигателя на 220 вольт две обмотки. Рабочая и пусковая. Рабочая обмотка имеет сопротивление меньше, чем пусковая. А пусковая обмотка, соответственно, больше. И для того, чтобы нам приступить, значит, к запуску электродвигателя, нам нужно сначала проверить его исправность. То есть ревизию электродвигателя я уже делал. Это можно посмотреть по ссылке, как она делается. И вот сейчас начнем исправность проверять. Значит, вот у меня мультиметр, он у меня автоматический. Но если у вас не автоматический, ставим сопротивление на мультиметре 200 Ом. Начинаем искать эти обмотки. Вот ставим щупы. И поехали. Так, то есть ничего не показывает. Вот здесь. 1 Ом. Значит, это вот у нас одна обмотка. Значит, сюда нам ставить. Смотрим 3,1. Это значит вторая обмотка. Значит, вот это у нас 1 Ом. Это, значит, и есть рабочая. А вот это пусковая. На 2000 килоом, допустим, ставим его. Или на мегаомы. И проверяем его на корпус. Значит, ставим на одну из обмоток. И вот смотрим. Мультиметр ничего не должен показывать. То есть, видите, ничего нет. Ну, вот там на вторую поставим. Мультиметр ничего не показывает. Делаем вывод. Электродвигатель исправный. И вот сейчас мы приступаем. Значит, нам нужно соединить рабочую и пусковую обмотки вместе. Вот мы ставим перемычку. Прикручиваем. И сюда же 220 вольт пойдет. Перемычки здесь две шло в комплекте. Вторую перемычку, ну, чтобы она не затерялась, мы просто вот сюда поставим. И вот сюда, значит, мы 220 вольт подведем. Так, теперь вот у нас провода конденсатора. Двигатель конденсаторный. То есть ставим, значит, на общий провод, где вот они, здесь конденсатор, не нужно ставить. Он не будет работать, электродвигатель. Ставим на свободный провод. И вот, значит, на свободный провод. На общий ничего не ставим. Слегка затяну. От руки, наверное, лучше не закручивать. Потому что, чтобы контакт лучше был. То резьба сгорит и все потом. И вот, значит, вот у нас получается рабочая обмотка-то у нас вот она. Но мы ее объединили вот этой перемычкой. То есть вот сюда можно контакты спокойно вешать. Ну, чтобы один сюда, допустим, сюда, нам же неудобно. Подключаем. И смотрим. По нашей вот изоленту я примотал, куда будет вращаться наш электродвигатель. Включаем. Вот смотрим. Электродвигатель вращается от меня, то есть туда, вправо. Вот смотрим по изоленте. Выключаем. Убираем, значит, 220 это. Откручиваем наши контактики. Тут ничего, в принципе, сложного нету. Просто принцип работы нужно знать, и все. Вот мы один провод конденсатора мы оставим на месте. Теперь мы вот, у нас соединена рабочая и пусковая вот этой вот перемычкой. И вот она еще рабочая и пусковая у нас тоже. Мы ее вот в этом месте соединяем с рабочей и пусковой перемычкой опять. Вот эта вот перемычка нам не нужна, мы ее просто, она в холостую будет работать. Потому что все равно 220 у нас сюда пойдет. И вот свободный провод конденсатора мы вешаем на 220. Так, вот она у нас опять рабочая наша. Ничего не поменялось, просто мы в другом месте ее соединили. Включаем в сеть. И смотрим по изоленте. Электродвигатель вращается влево. То есть сейчас на меня. Вот. Смотрите. 220
Вот, все работает. Спасибо за внимание. До свидания всем.